Сейчас утро, 7 часов 20 минут. Прямо рядом с домом, вы видите, у меня есть канал. Многие люди бросают мусор прямо в этот канал. Собирайте нас, снимайте нас, кушайте нас, мы готовы. Моя мечта, я хочу посадить очень много бамбука. Я здесь один белый парень на весь район. Красиво, не правда ли? Привет, друзья! Доброе утро или доброго времени суток для вас. Сегодня я буду гулять по моему району, или, как я люблю говорить, на районе. И я покажу вам, что здесь есть у меня нового и интересного. Сейчас я у меня дома. Если вы уже посмотрели видео о моем доме, молодцы! Если еще нет, вы можете сделать это здесь. А также, если вы хотите посмотреть, как я гуляю в подобном формате в других районах моего предыдущего дома, вы также можете найти эти ссылки где-то там наверху. Ну что, больше без предисловий. Поехали смотреть. Так, сейчас я выхожу из территории моего дома, закрываю ворота. Сейчас утро, 7 часов 20 минут, а это значит, что очень многие люди едут на работу, едут в школу, поэтому немного шумно. Вот. Но давайте потихонечку посмотрим, что же есть у меня здесь в моем районе. Во-первых, прямо рядом с домом, вы видите, у меня есть канал. Это канал для сточной воды. То есть, когда идет дождь, то всегда вода стекает сюда. Обычно такие каналы очень плохо пахнут. Однако этот канал, я думаю, по шкале от 1, когда пахнет совсем ничего, а 10 пахнет так плохо, что можно умереть, я думаю, что это 2. То есть маленький запах, но я думаю, что я живу во Вьетнаме уже очень долго, поэтому я даже не замечаю такие вещи. Еще много людей во Вьетнаме, к сожалению, не следят за чистотой того, что происходит на улицах, поэтому если вы посмотрите сюда вниз, вот, вы видите вот там, да, это мусор, и потому что многие люди бросают мусор прямо в этот канал, и у меня каждый раз от этого сердце болит, но ничего сделать я не могу им запретить это делать. Конечно, по-хорошему нужно чистить этот канал, но я уверен, что он очень быстро будет снова грязный. Да. Такая вот вещь. Вообще, конечно, как я говорил уже, наверное, не раз, раньше, когда я жил в Хойяне, у меня были очень шумные соседи, и мне было очень трудно нормально расслабиться. Но здесь, в этом районе, мои соседи очень тихие. Есть, конечно, некоторые люди, которые иногда включают караоке, но это может быть максимум 1 раз в неделю, или даже 1 раз в месяц. Это дом нашего хорошего соседа, и это дом другого соседа. У него есть собака, которая очень любит мою собаку, но она не любит меня. За нашим домом вот видно такой большой красивый дом. Казалось бы, что это? Это квартиры. На самом деле это дом престарелых. И это не просто дом престарелых, это дом престарелых,
который спонсируется и был построен на деньги от пожертвований от местного буддистского храма. То есть люди жертвовали деньги храму, и храм использовал эти деньги, чтобы построить дом престарелых и здесь заботиться о пожилых людях. Вот. И да, хорошая вещь. К сожалению, этот дом закрывает нам вид на горы, потому что раньше из окна моего дома можно было видеть горы. Вот. А сейчас тоже можно, но не так хорошо, как раньше. Но, тем не менее, классно, что у пожилых людей есть свое место здесь, в котором люди о них заботятся. Возможно, я уже упоминал не один раз, но вообще наш район, в котором я живу, он преимущественно буддистский район. То есть здесь, я думаю, что 80% людей, они настоящие буддисты, они читают мантры, они каждое утро ты можешь слышать, как в каждом доме алтарь, так сказать, работает, люди в нем проводят буддистские практики, и это очень круто. Вы знаете, я чувствую себя очень комфортно в этом районе. Что интересно, не у многих людей в доме есть сад. Однако они не боятся использовать общественные пространства для того, чтобы садить овощи, садить какие-то зеленушку. Вот. Поэтому очень круто, что у людей есть такая возможность выращивать. И никто, в принципе, не против, понимаете? Многие люди здесь делятся друг с другом. Например, если кто-то выращивает какую-то зеленуху, которой нет у других людей, то когда у него она выросла, он обязательно поделится ей с другими. И к нам часто приходят наши соседи, они дают нам их овощи и зелень, а мы даем им наши. И мы, так сказать, обмениваемся друг с другом. Здесь у людей растет кукуруза. Я думаю, она уже выросла, и ее нужно собирать. Вы видите, там уже целые початки. Они готовы, они как бы говорят: собирайте нас, снимайте нас, кушайте нас, мы готовы. Что интересно, здесь, в Далате, или где я живу, у Далата, здесь сочетаются почти все виды фруктов и овощей, которые только могут быть во Вьетнаме. К сожалению, здесь есть все еще некоторые люди, которые держат собак на короткой цепи. И я пытался говорить с ними, говорил им: вы можете взять вашу собаку, погулять с ней, хотя бы провести время, но бесполезно. Тоже смотрю на этого беднягу, и тяжело. Вот здесь каждое утро я гуляю с моей собакой. Хоть и у моего дома немного шумно, но стоит лишь чуть-чуть пройти вглубь нашего района, как уже здесь ты практически не слышишь звуки машин, звуки клаксонов на этих машинах. И ты чувствуешь весьма умиротворенно. И ты поднимаешься в гору. Вот. И сейчас мы будем с вами вместе подниматься в гору и посмотрим, что же там наверху. Видите, здесь сейчас едет женщина, которая продает свежий багет. Во Вьетнаме вообще очень популярно, так сказать, не идти в магазин за едой, а просто сидеть дома и слушать: о, кажется, едет мое любимое блюдо. И к тебе прямо домой на мотоцикле подъезжает, ты выходишь, машешь рукой и покупаешь то, что тебе надо. Очень удобно, так сказать,
такая, знаете, как вот были раньше продавцы мороженого, может быть, я знаю, в Америке, в России так не часто. Здесь во Вьетнаме продают все. Продают хлеб, продают мороженое, продают разные пироги. И самое популярное это, конечно, вот эти булочки на пару, так сказать, баньбао. И вот этот баньбао человек, он есть практически всегда и везде. Вот. Вообще, конечно, круто, что мы живем вот под горой, потому что мне приходится каждый день подниматься в горку. И это отличная такая аэробная нагрузка на мои легкие, на мое сердце и на ноги тоже, конечно. То есть мне не нужно часто бегать, потому что, честно говоря, я не очень люблю бегать. Но вот подниматься в горку каждый день – это очень полезно и очень круто. На самом деле, примерно месяц назад у нас был сезон таких вот диких подсолнухов, как их называют. Но тогда был очень часто дождь, поэтому я не решился записывать никакое видео. Но сегодня уже они почти все отцвели, видите, то есть они больше не цветут, цветы уже почти все упали и совсем чуть-чуть осталось. А раньше их тут было очень и очень много. Вот там вдалеке виднеется храм. Мы скоро к нему подойдем. Я думаю, что этот храм, так сказать, он объединяет все наше сообщество, весь наш район, потому что все люди так или иначе связаны с этим храмом. Кто-то там монах или монахиня, кто-то там прихожане, которые все время приходят и помогают. Также мой тесть и теща, как я уже говорил, они часто ходят в храм и помогает там по разным, так сказать, делам. Эти собачки всегда не знают, дружить со мной или воевать со мной. Они всегда меня видят, вроде хотят со мной поиграть, но в то же время очень сильно меня боятся. Вот. И у них такие смешанные чувства. Тоже одна из причин, почему я хотел переехать именно сюда. Как я говорил, это намного безопасней. И здесь есть очень много кошек, много собак в этом районе. И в целом они всегда в порядке, в безопасности. Хотя, конечно, когда мы переехали сюда, рядом с нашим домом жило 2 собаки. Очень милые, очень добрые, прям, ну, такие сладкие. А, к сожалению, в течение месяца, я думаю, что их украли. Вот, да. Это, так сказать, все равно от этого не убежать. И кто бы что ни говорил, что во Вьетнаме собаки, кошки, мясо – это просто миф. Это не миф, друзья. Это, к сожалению, реальность. Сейчас я иду вдоль этого места, и там открывается очень классный вид на всю нашу долину, да, где мой дом где-то там. Вот. И здесь все время меня приветствует один дружок. Вот, здравствуй, дружок, как дела? Вот он, хороший дружок. Вот. Да, это мой друг Генри. Да, привет, Генри. Вот, да, и здесь люди всегда приглашают меня на чай попить. Они сидят, пьют чай, и они едят всегда сладкую картошку, батат. Но обычно у меня нет времени с ними посидеть, поэтому я всегда говорю спасибо и иду дальше. Все, я иду дальше показывать вам, что у нас тут есть интересного. Вот, чем ближе мы приближаемся к храму, тем больше вы можете видеть, так сказать, знаков буддизма. Во-первых, тут есть флаги, да, буддистские. Очень много людей
вы слышите, включает радио, в котором читают, так сказать, не мантры, но да, специальные буддистские песни, скажем так. Вот. А здесь обычно работает в этом месте мой тесть. Да, он здесь помогает строить, точнее, да, делать или строить статуи Будды. Вот, здесь у них есть много статуй разных, они их тут красят, делают, как вы видите. Вот. Много-много статуй. Здесь монахи построили себе корт для игры в пиклбол. Да, я думаю, что пиклбол сейчас такой популярный спорт, что даже не обошел монахов стороной. И вы можете видеть, что здесь они иногда играют в пиклбол. Я здесь еще ни разу не играл в пиклбол, но, может быть, когда-нибудь все-таки я сюда зайду и поиграю. Вот, у меня очень много друзей маленьких, как вы видите. Вот таких милых маленьких друзей, которые любят здесь кататься, писаться. Вот. Да. Очень счастливые маленькие друзья. Так, ну что, пойдемте поднимемся к храму. Может быть, даже зайдем внутрь и посмотрим, как он выглядит. Моя мечта когда-нибудь, когда у меня будет свой дом, я хочу посадить очень много бамбука, вот такого, именно тонкого. И он на самом деле быстро растет, и он может всю эту стену зарастить, и здесь будет сплошной бамбук. За несколько лет он будет очень высокий и очень зеленый. Вот, да, и это выглядит очень круто. Все люди в этом районе приветствуют друг друга не так, как в других частях Вьетнама. Потому что обычно они говорят «Здравствуйте, здравствуй, тетушка, здравствуй, дяденька». А здесь как будто бы все равны, и все просто говорят друг другу «Ази дафат», что означает «Да здравствует Будда». И вот то, что здесь соседствует бамбук, и рядом растет, например, большой кедр, это очень круто. Вот это такое сочетание тропических растений с растениями «Ази дафат». «Ази дафат». С растениями, так сказать, больше, хвойными, да, можно сказать, такими северными. Мне очень греет это душу. Я здесь один белый парень на весь район, поэтому меня всегда все приветствуют. «Ази дафат». «Ази дафат». Вот. Поэтому, да, меня здесь все знают, и каждый раз хотят со мной немного поговорить, знают, что я понимаю по-вьетнамски. И, как ни странно, в этом районе очень много людей с севера Вьетнама. И это хорошо, потому что мне легче их понимать, потому что я начал изучать мой вьетнамский, когда я жил на севере, но сейчас я живу на юге Вьетнама, и, как правило, мне очень трудно понимать людей с южным диалектом, с южным акцентом. Но так как здесь очень много последователей той, так сказать, той ветви буддизма, которой следует моя семья, то очень много людей с севера приезжают сюда и живут здесь. Вот, как вы видите, здесь есть эта надпись «Намо Ази Дафат». То есть это значит «Да здравствует Будда». И так друг другу все говорят. За мной находится гора, на которую я поднимаюсь 3 раза в неделю. Если вы хотите посмотреть мой влог о том, как я буду подниматься по этой горе, что там интересного, какие там красивые виды, то обязательно пишите в комментариях, и я сделаю это в следующий раз. А сейчас давайте сходим поближе к храму. Может быть, даже зайдем внутрь храма, я немного вам покажу. Просто я не хочу беспокоить людей со своей камерой. Вы знаете, эти влогеры всегда всех раздражают, особенно в таких местах. Кажется, как будто бы ты, так сказать, такое священное место для людей, а ты тут со своей камерой, понимаешь?
Понимаете? Вот, поэтому я сильно не хочу досаждать людям, но немного пройдусь. Постараюсь идти по такому тихому маршруту, чтобы сильно не встречаться с большим количеством людей. Вот, я только что зашел в ворота храма. Это ворота не самые главные, сюда обычно заезжают машины. А там, где заходят люди, мы заходим с другой стороны. Здесь за мной это вообще монастырь. Здесь живут монахи, но тоже есть монахини. Но насколько я понимаю, что монахини, они не живут в храме. Ну, так как в буддизме всегда есть разделение между мужчинами и женщинами. И, возможно, монахов тут больше, чем монахинь, поэтому им предоставили целое здание. А монахини, они живут, как правило, за территорией храма. Вот, в других домах, вот, которые, возможно, храм им арендует, помогает им с этим. Это статуя Бодхисаттвы Великого Страдания. Вот, очень красивая, очень большая, мне очень нравится. Вот, я поднялся на территорию храма, так сказать. Хочу просто показать вам тоже вид, какой открывается здесь из храма. Храм на самом деле был построен очень давно, но, в смысле, основан очень давно. Но вот этот новый храм, его построили только недавно. Здесь вы можете видеть большой колокол, в который они бьют в некоторое время дня. И иногда я слышу этот колокол в 3 часа ночи или в 3:30, потому что это то время, когда многие люди начинают свои молитвы, свои буддистские практики. Вот. И он очень большой. Сейчас я подойду поближе. Вот он какой огромный колокол. Да, красивый. Ну вот, друзья, я думаю, что можно сейчас закончить мое видео в этом прекрасном месте. Надеюсь, вам понравилось мое видео о моем районе. Если у вас есть какие-то вопросы, если вы хотите еще больше видеть подобных видео, пишите в комментариях. Вот. И обязательно я сниму для вас больше влогов. У меня есть теперь хорошая новая камера, которую мне подарили, точнее помогли купить мои патроны, мои помощники, поддерживальщики на кофе, Buy Me a Coffee, да. Так что, друзья, если вы тоже хотите поддержать, если вы хотите помочь моему каналу развиваться, то, конечно, самое простое, что вы можете сделать, поставить лайк, подписаться на канал, да, а также можете стать моим патроном, да. Большое спасибо всем моим супер патронам, таким как Джоэл, Джош, Лиз, Джефф, Холли, Андрея, Майкл, Брюс Ли. Я вам очень и очень благодарен. Всего хорошего, друзья, до скорого и пока-пока. А также Веро. Спасибо тебе большое, Веро. Спасибо. Все, пока-пока.